Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 10 апреля. Мы с вами проводим промежуточный выпуск. У нас начинается пасхальная неделя, так, по-моему, да, называется неделя перед Пасхой. Я, честно говоря, небольшой знаток традиций религиозных, и в том числе того, что касается православия, но все-таки у нас в основном отмечают Пасху, поэтому у нас пасхальная неделя. Давайте-ка я вас сразу так немножко настрою на более-менее рабочий лад. Если вы поддерживаете нас, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, можете даже авансом. После того, как просмотрите наш ролик, пожалуйста, напишите комментарий из 5 слов. Опять-таки, если нас поддерживаете, если не поддерживаете, тоже можете написать, чем вы нас поддержите. Да, потому что заметил, что уже боты появились, так довольно активно работают в комментариях. Но людям платят деньги, чего бы не работать. Всегда приятно читать слова благодарности. Огромное спасибо нашим уважаемым зрителям и слушателям. Всегда с неизменным удовольствием читаю ваши комментарии. Также хочу сразу сказать, что да, я действительно оговорился, неправильно сказав, что такое хорошо, что такое плохо написал Михалков. Конечно же, это Владимир Владимирович Маяковский. Судя по всему, сыграла злая шутка в голове Владимира Владимировича, ассоциируется со всем самым плохим, и категорически не хотелось всех, кого зовут Владимир Владимирович, называть вслух. Ну, видимо, так. Буду, по крайней мере, грешить на это. Я, конечно, шучу, насколько вы уже можете понимать, когда я шучу, я всегда предупреждаю. Так, теперь давайте перейдем. Да, большое спасибо всем, кто заметил и сделал дельное замечание. Это действительно правильно. Так, теперь давайте перейдем к нашим событиям. Так, ну, во-первых, глава Беларуси, самопровозглашенный, вернее, давайте так говорить, глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Министерства обороны Российской Федерации Шойгу попросил предоставить Минску железобетонные гарантии безопасности. Давайте немножко разберем, потому что это действительно интересный пассаж. Дело в том, что давайте разберем, к кому вообще обращался Лукашенко. Лукашенко в политике уже много лет, он политик искушенный, и хочу вам заметить, что с этой просьбой Лукашенко, конечно, обращался к Западу. Он обращался к Западу не напрямую предоставить гарантии безопасности, а пенял скорее Западу на невыполненные обещания, невыполненные гарантии безопасности, уповая, еще раз говорю, уповая на растоптанный Будапештский меморандум. Он, конечно, имел в виду отказ тех стран, которые подписывали Будапештский меморандум. Ну, в данном случае он Россию не имел в виду, естественно, потому что Россия на сегодняшний день является агрессором по отношению к Украине. Он имел в виду как раз страны Запада, которые, растоптав Будапештский меморандум, не помогли Украине. Именно это имел в виду Александр Лукашенко, когда выступал со своим спичем, зная, что его заявление будет растиражировано, и зная, к кому и как он обращается. Он, конечно, пеняет Западу на невыполненные условия Будапештского меморандума и еще на многое-многое-многое. Стоит правильно понимать эти слова. И в этом смысле преступник, диктатор и душегуб Лукашенко, надо признать, имеет часть правды в этих словах. Конечно, Запад обманул. Тот Запад, по крайней мере, те страны Запада, которые подписывали Будапештский меморандум, конечно, обманули Украину, конечно, обманули, не выполнив условия меморандума. Да, была куча оговорок и других хитросплетений, словесных, казуистических, но есть как есть. Лукашенко говорит практически прямым текстом о том, что теперь ему приходится просить у России не нападать на него. Именно так стоит расценивать
не забирать, не забирать у Беларуси остатки суверенитета и быть так называемым защитником, ну, лишь на расстоянии, лишь в том случае, если какая-то из западных стран нападет на Республику Беларусь. Мы прекрасно понимаем и знаем, что ни одна из стран Европы не собирается, ну, тем более США, не собирается нападать на Республику Беларусь. Абсолютно лишенный смысла шаг был бы, абсолютно лишенный и, более того, глупый и саморазрушительный. Никто не собирается нападать на Республику Беларусь. И, естественно, Путин, извините, опять, видите, спутал двух диктаторов. Конечно, Лукашенко. Лукашенко играет на нервах у Путина, и Лукашенко играет на чувствах у Запада. Так, мы уже неоднократно говорили, что Лукашенко пытается вести двойную, тройную игру, заигрывая с Западом и предлагая разные условия, предлагая себя в качестве посредника. В последнее время посредник из него, ну, будем говорить откровенно, никудышний, абсолютно никудышний, но как есть. Старается, по крайней мере, Александр Григорьевич угодит и нашим, и вашим. Ведет себя как последняя. Не хочу говорить гадких слов, ну, скоро предстанет перед судом, и там тогда и будем разбираться, кто и где, и как себя вел. Так, в Кремле снова заявили, что не планируют отменять парад 9 мая на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сказал, что это прерогатива глав регионов решать, будет подобный парад в Белгородской и Курской областях, где мы уже знаем, что отменены парады. Ну, Песков, конечно, парень такой отчаянный. Мы еще пока не знаем, что будет происходить накануне 9 мая, не знаем, что будет происходить 8 мая. Я вас прошу отметить эти мои слова. Возможно, еще раз повторю, что-то сыграет, какая-то задумка в эти числа. Задумка, конечно, не наша, но это есть такой небольшой инсайт. Но посмотрим. Опять-таки, инсайт не наш. И ну, склонен доверять скорее. Потому что в этих числах может быть что-то из ряда вон выходящее для российской власти. Может быть. Посмотрим, насколько будут подтверждены слова Пескова насчет парада 9 мая. Возможно, и будет, но это такой будет, конечно, парад. Парад больше не победа, а парад разбившихся надежд нынешних. Разбившихся надежд очень многих. Очень многие люди надеялись, зря надеялись на то, что Путин не нападет на Украину, зря надеялись на то, что Путин не будет кровавым диктатором, зря надеялись на то, что Путин не растопчет свободу слова, зря надеялись на то, что Путин вообще не растопчет свободы, все растопчет. И я вам скажу, что, как говорил мой дядя, хорошему и плохому нет конца и края, нет предела. Если не сместить путинскую власть, если допустить существование путинской власти, вне зависимости от того, будет это в контексте президента России Владимира Путина, либо вне его, либо если власть перехватят силовики, конечно, это будет худший сценарий для страны, и худшему предела пока не будет. Но, с другой стороны, если гражданское общество наконец проснется в какой-то определенный момент, на что я очень надеюсь, и поможет силам, которые будут перехватывать власть, которые будут пытаться перехватить власть, и для того, чтобы вести Россию по демократическому пути развития, помогут прийти к власти, это будет, конечно, замечательно. Я за любые, еще раз подчеркиваю, за любые перемены к лучшему, кто бы ни пришел к власти и кто бы ни повел Россию по демократическому пути развития, я буду только приветствовать. Я имею в виду, то ли будут это те люди, на которых мы надеемся, то ли, возможно, в процессе демократических перемен это будет кто-то другой, абсолютно без разницы. Я буду, честно вам скажу, буду счастлив, если Россия под руководством любого человека, любой группы лиц, любых сил политических будет идти по демократическому пути развития. Здесь у меня однозначное мнение. Так, ну и давайте еще
одна новость, которую мы, наверное, более подробно раскроем, наверное, завтра у нас в телеграм-канале, в основном генерал СВР. Я думаю, что это новость о том, что ФСБ отчитался о задержании 3 иностранцев с 700 килограммами кокаина. Мы уже рассказывали о наркотрафике, и это как раз одна из тех новостей. Этот кокаин принадлежит российскому руководству, он следовал из Южной Америки в Европу, но так как канал, что называется на жаргоне нынешней российской власти, спалили, то, конечно, решили этот канал немножко прикрыть и перевести все на другие каналы. Для этого якобы объявили о срыве поставки, о конфискации. Понятно, что никто ничего конфисковывать навсегда и уничтожать не будет, просто изымут и потом запустят по новой схеме. Так, ну, об этом я еще раз говорю. Скорее всего, посмотрим, если поместится в общий контекст завтрашнего поста, то расскажем более подробно. На сегодня это все. Мы с вами уже 11 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас, и я вижу не только результаты, но и вижу и отличную перспективу, которая открывается перед нами. Я это говорю с надеждой и с верой в то, что все то, что мы задумали, будет осуществимо. Большое спасибо, что были со мной. Поставьте лайк, если вы нас поддерживаете, еще раз призываю. Также, если вы нас смотрите на территории России или Республики Беларусь, если посмотрели без включенного VPN, то будьте любезны, конечно, включите VPN и посмотрите еще раз. Если это, конечно, не составит труда. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.